Друзья, всем привет! Рад вас видеть на моем канале «Готовить вкусно и просто». Сегодня мы с вами приготовим настоящий домашний хлеб. Поехали! Первым делом мы берем 2,5 стакана муки. Просеиваем ее. Я воспользуюсь мельницей. А просеять нужно обязательно, чтобы наш хлеб получился воздушным. И такими вот нехитрыми движениями просеиваем муку. Можно воспользоваться ситом, если у вас такой мельницы нет. Ну, стоит она на самом деле недорого, я бы посоветовал ее купить. И так надо поступить со всей мукой. Смотрите сразу, какая пышная получается. Хлебушек должен получиться очень вкусным. Добавляем в нашу муку сахар. У меня это 1 столовая ложка. Дрожжи. Это 11 грамм. Столовой ложкой перемешиваем. Засыпаем соль. Это 1,5 чайной ложки. Выливаем подсолнечное масло. Это 2,5 столовых ложки. И сюда же выливаем 250 мл, 1 стакан воды. Дальше это все перемешиваем. Будем делать тесто. Разминаем наше тесто, чтобы получился вот такой вот колобок. Если тесто жидкое и прилипает к рукам, обязательно добавляем еще муки. Сорт муки у всех разный, поэтому угадать вот идеально с пропорциями в любом случае не получится. И пока замешиваю тесто, это где-то минут 10, расскажу немножко интересных фактов. Принято считать, что черный хлеб полезнее, чем белый. На самом деле это не так. Ученые из Израиля доказали, что влияние хлеба на каждого человека индивидуально, так как набор бактерий кишечных в каждом человеке уникален. Многие считают, что хлеб черствеет из-за того, что он теряет всю влагу. Частично это так, но просто потеря влаги не привела бы к зачерствению хлеба. На самом деле это связано с прекращением химических реакций в хлебе и его корочке. Хранить хлеб в холодильнике не просто бесполезно, но и даже вредно. Процесс зачерствения только ускоряется от холода. Ученые постоянно ищут новые добавки в хлеб. Например, во Франции стали выпекать багет с активированным углем. И французы его едят, например, при отравлении. Вот так вот после застолья проснулся, съел такой багет, запил его огуречным рассолом и как заново родился. Замесили наш колобок. Получился вот такой. Мы его кладем в нашу емкость, края смазываем маслом. Накрываем влажным полотенцем, чтобы тесто не заветривалось. И ждем, пока поднимется приблизительно полчаса. Прошло полчаса. Давайте с вами посмотрим, что получилось. Как поднялось наше тесто. Теперь мы его подбиваем и еще раз оставляем подниматься. Хлеб у нас поднялся во 2-й раз. Теперь нам необходимо уложить его на противень. Для этого достаем его из нашей миски. Отличный колобок. Делаем шарик. Он был ровненький.
кладем на противень и ждем, пока поднимется. Пока хлеб будет подниматься, я предварительно включил духовку и буду разогревать ее до 200 градусов. И расскажу вам одну интересную историю. В 2018 году видеоблогер из Британии Том Скотт решил проверить, изменится ли вкус хлеба, если хлеб побудет в космосе. Вот для этого он запустил хлеб на большом воздушном шаре в стратосферу. Хлеб взлетел на 38 километров. Дальше шар лопнул. Хлеб опустился на землю. Том его попробовал, и вкус хлеба не поменялся. Вот. Но при этом хлеб был очень холодный, как будто несколько часов лежал в морозилке. Вот такая вот интересная история. На ютубе даже есть видео, как хлеб летает в космосе. Придал вроде хорошую форму хлебу. Буду ждать, пока поднимется. Тесто поднялось. Делаем разрезы. Кстати, знаете, зачем разрезы делают? Это точки ослабления, в которых тесто будет проще расширяться, и при выпекании наш хлеб не будет трескаться. Все с ним будет хорошо. Смазываем водичкой, либо можно побрызгать из пульверизатора. Разрезал, немножко опустился. Ладно, ничего. И ставим в духовку наш хлеб. Приблизительно 1,5 года назад у меня была командировка в Красноярский край. Там я 3 недели жил в вахтовом поселке, там была настоящая пекарня. Вот я ходил, смотрел, как делают настоящий хлеб. Стоит такая большая машина, кутер называется, такая хлебопечка большая. В нее засыпают муку, масло, дрожжи, она все это замешивает, получается тесто. Дальше это тесто раскладывают по формочкам, такие формы буханки хлеба. Вот, ставят эти формы, они доходят, то есть тесто поднимается, и их на тележке завозят в большую печь. Там запекают, вот получается настоящий хлеб. Вообще много что можно вспоминать, да, про эту поездку, как мы там 22 часа ехали на машине через Сибирь, как засыпал водитель, как мы его будили в дороге. Что еще можно вспомнить, как ночью через Енисей на пароме переплывали. Короче, масса впечатлений осталось. И вот теперь, когда я пеку хлеб, я всегда вспоминаю про настоящую пекарню. Прошло 40 минут. Достали хлеб, смазываем его водой и заворачиваем обязательно в полотенце. Сухое на этот раз. Хорошенько смажу. Отлично, пока еще горячий. Хлеб постоял минут 10. Полотенце стал мягким сразу. И давайте его попробуем. Одной корочкой. Мягкий, все нормально пропеклось. Классный домашний хлеб. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ждите новых видео. На этом все, всем спасибо, всем удачи, пока.